Не знаю, как у вас, а у нас уже наступило самое настоящее лето. На календаре всего лишь 5 мая, а температура уже днем в тени плюс 25 градусов. Здравствуйте, меня зовут Лариса Левинская, и сегодня я бы хотела коснуться одной из основных проблем женщин, особенно в весенне-летний период. Какая у нас самая одна из основных проблем? Не только загар, не только усиливающаяся пигментация, шелушающаяся кожа, но и наши пяточки, состояние наших ножек. Переход с закрытой обуви на открытую – это всегда болезненный момент. Если для вас актуальна проблема наличия на ногах натоптышей и старых мозолей, от которых сложно избавиться, советую вам досмотреть это видео до конца. Я расскажу вам, как можно решить эту проблему легко, безболезненно, не прилагая особых усилий. Так, давайте для начала немного теории. Как мы все помним, мозоли могут быть свежие мозоли, водянистые, мозоли, которые вы натерли только недавно, они болезненные. И как с ними справиться? Самый простой способ – это использовать крем с розмарином и прополисом. В небольшом тюбике отлично заживляет эти свежие мозоли. С вечера помазали, утром мозоли как будто не было. Но что делать со старыми засохшими мозолями? А старые засохшие мозоли, они образуются все из тех же водянистых. Мы носим неудобную тесную обувь. Особенно женщины любят экспериментировать, идут на день рождения, на свадьбы, где надо много активно двигаться, одевают новые туфли, и результат налицо. Водянистая мозоль, потом со временем эта кожа на участке мозоли загрубевает частично, потом постепенно она загрубевает окончательно. И таким образом старые засохшие мозоли – это не что иное, как уплотнение, несколько слоев кожи уплотнившихся. С ними можно бороться, с старыми мозолями, процесс довольно длительный, болезненный. Если вы заглянете в интернет, вам кучу способов предложит народная медицина. Это и закапывать йод в сам стержень мозоли, и продолжительное распаривание, натирание пемзой. У вас есть выбор. Либо будете использовать старинные традиционные способы, продолжительные по времени, либо я вам советую воспользоваться вот таким вот пластырем из серии Wuhan, пластырь при мозолях на топтышах. Я уже рассказывала в своих видео о ринопластыре из этой серии, отличная вещь, проверяла на себе несколько раз. А сегодня хочу рассказать об этом пластыре, тоже уже легко о нем рассказывать, сама на себе проверила, работает безболезненно, без усилий. Что представляет собой этот пластырь? Если мы вскроем упаковочку, то обнаружим, что внутри 4 вот таких вот отдельных пакетика, в каждом из которых на одно применение этот пластырь идет. Такое небольшое углубление беловатого цвета и внутри красное содержимое. Приклеивать необходимо на чистые сухие ноги. Клеить лучше, не лучше, рекомендуется клеить именно в дневное время суток на срок не более 4 часов. Я приклеила, но хотелось, конечно, подержать еще подольше этот пластырь на мозоли, потому что содержимое это красненькое, состав активных компонентов, оно все не израсходуется, но еще остается на углубление, мы же все экономные. Но я подозреваю, для чего надо делать именно в дневное время суток, потому что вы приклеиваете, вы не будете чувствовать адскую боль, но вы будете чувствовать, что процесс действует, что какие-то механизмы запущены. Такой мозоль будет, с этим пластырем будет давать о себе знать. Для того, чтобы этот пластырь не мешал ночью вам спокойно спать, клеим все-таки днем, на срок не больше 4 часов. Кто-то клеит с интервалами не менее 3 часов, но главное, чтобы не более чем 2 пластыря за сутки вы использовали. Кто-то, как я, например, клеила всего один раз вечером. Пластырь, придя с работы на 4 часа, снимала. Подозреваем, что у многих возникнет вопрос, а не будет ли потом этот мозоль старый засохший болтаться в воздухе вот так вот и мешать мне, вызывать болезненные ощущения, цепляться за колготочки, за одежду? Не будет. Проверяла на себе, проверяли мои клиенты, коллеги проверяли. Когда вы наклеите уже один раз этот пластырь, вы почувствуете, что мозоль как бы изменился. Он не только красился с наружной поверхности его в такой красноватый оттенок, он сам стал более мягким. Вы почувствуете, что уже не такие плотные ткани. Теперь наклейте дальше. Можете проклеить всю упаковочку, оставить на время свой мозоль старый, засохший. Можете, как я, например, проклеить 2 упаковочки, потом забыть. Вот когда забываешь про этот пластырь, про этот мозоль, буквально через 2-3 дня он неожиданно сам отваливается, абсолютно безболезненно, и не надо было прилагать никаких усилий для этого. Но главное, что помните, что клеить точно по центру мозоля. Ни справа, ни слева, потому что активные компоненты, чтобы вы себе не навредили своим ножкам. Еще очень важный момент. Не рекомендуется клеить этот мозоль беременным женщинам.
а также детям. Еще будьте внимательны, когда будете клеить этот пластырь. На упаковке написано, что он пригоден к использованию в течение 2 недель с момента вскрытия упаковки. Эти все пластыри этой серии такие с ограниченным сроком годности после вскрытия упаковки, потому что активные компоненты они влияют. Если речь идет у вас о натоптыше, точно так же клейте по центру натоптыша курсом не больше 14 дней подряд и забывайте благополучно о существовании такой проблемы, как натоптыши, как мозоли. Для особо придирчивых, для особо дотошных я все-таки не могу не рассказать о составе этого пластыря. Все-таки вы принимаете наружно, а кожаные покровы имеют большую проникающую способность, поэтому вам в помощь. Что же входит в состав активных компонентов той самой красной кашицы, которая есть в этом пластырь? Во-первых, это салициловая кислота, которая смягчает кожу и позволяет избавиться от мозолей от натоптышей. Такой компонент, как борнеол, обладает дезодорирующим и антибактериальным эффектом. Третий компонент – софлоровое масло, обладает смягчающим эффектом. И четвертый компонент – корень стимона, обладает противобактериальными свойствами. И подробно по каждому из компонентов. Салициловая кислота – это практически основной компонент для борьбы с мозолями и с натоптышами. Отлично смягчает кожу, огрубевшую на ногах, на мозоли натоптышей. И с легкостью отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса. Борнеол. Этот компонент еще очень часто называют восточной камфорой. Камфора, она широко распространена в Западной Европе, часто используется. Борнеол тоже обладает таким довольно сильно выраженным запахом. Он обладает мощным антибактериальными свойствами. И также борнеол помогает бороться с потливостью и обладает таким дезодорирующим эффектом для наших ножек. Софлоровое масло, которое добывают из такого растения, как софлор красильный. Софлор красильный произрастает в странах Юго-Восточной Азии и на Среднеземноморье. Не стоит путать его с растительным маслом, свойства совсем другие и намного богаче. И благодаря своим свойствам софлоровое масло прекрасно смягчает кожу, помогает избавиться от мелких ссадин и обладает заживляющими успокоительными свойствами. И последний завершающий компонент – корень стимона. Корень стимона обладает активными бактерицидными свойствами и противогрибковыми свойствами. В его состав входят алкалоиды и аминокислоты. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было вам полезным, особенно учитывая приближающийся весенне-летний сезон, для кого-то уже летний сезон. Поэтому отныне у вас есть альтернатива. Используйте традиционные средства избавления от старых засохших мозолей и натоптышей, либо применить вот такой пластырь Wuhan компании Tiandem при мозолях натоптышей. Спасибо вам за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!